НАТО рассматривает возможность упреждающего удара по России. Эти военные планы раскрыл в интервью Financial Times глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Он рассказал также, что прибалтийские государства выступают за превентивное уничтожение всей военной инфраструктуры Калининграда, а также искоренение флота России на Балтике. Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов, рассказал, чем может аукнуться Европе попытка превентивного удара. Глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс готовит превентивный удар против России, который якобы ведет гибридную войну против Европы. Примерами этой войны он назвал кибератаки и повреждения морских кабелей. Не беда, что доказательств этих преступлений России у адмирала нет. По его словам, превентивный удар можно рассматривать как оборонительные действия. Детали превентивного удара, которые, впрочем, больше схожи на бред сумасшедшего, на днях раскрыл латышский политтехнолог Юргис Лейпник. По его словам, Европа якобы может легко уничтожить всю военную инфраструктуру Калининграда и Санкт-Петербурга, заблокировать Балтийский флот. Финская, польская, шведская, норвежская, датская авиация могла бы нанести значительный ущерб противовоздушной обороне, а также авиации, логистике, боевым возможностям России, размечтался латыш. По словам Владимира Попова, если в НАТО эти планы начнут реализовывать, это неизбежно приведет к полномасштабной ядерной войне. Насколько серьезны такие заявления натовцев? Если военные делают такие заявления, то значит уже идет планирование операций. Потому что штаб НАТО занимается планированием оперативно-стратегических задач, а не запуском, скажем, какой-то единичной оперативно-тактической ракеты. В этом случае речь может идти о планировании массированного или группового удара по российским территориям, например, ракетами Storm Shadow. Но надо понимать, что будут последствия для любого государства, которое применит эти ракеты. Польша, Румыния или даже Германия чисто теоретически могут это сделать, но это уже Третья мировая война. А если они скажут, что удар нанесен случайно, наш ответ будет примерно такого же характера. По ним прилетит сразу, и объяснения будут даны такие же. Случайно сработала система искусственного интеллекта, которая отслеживает, откуда произошел запуск, и в автоматическом режиме отвечает. Насколько вероятно, что превентивный удар может быть нанесен именно по Калининграду, который не дает покоя странам НАТО? Конечно, Калининград рассматривается странами НАТО как цель номер один. Если они начнут стрелять по Калининградской или Псковской областям, безусловно, это уже другое качество войны. У нас стоят на боевом дежурстве системы вооружения, которые заряжены на автоматический ответ на удары с территории стран НАТО. У нас работают загоризонтные радиолокационные станции, которые отслеживают старты стратегических ракет. Неважно, с ядерным боеприпасом или обычным, мы эти ракеты сразу же начинаем перехватывать и запускать свои. Первый снаряд идет на перехват, второй на уничтожение тех объектов, откуда ракета стартовала. Не конкретно по установке, а по району, откуда был запуск. Это предупреждение для противника, чтобы он дальше не работал. Ударить из-под тишка и безнаказанно не получится. Не исключено, что мы применим тактическое ядерное оружие. Ну а почему бы и нет? Это будет необходимо сделать, чтобы предотвратить планируемый групповой удар. Будет полная ответка, так что не надо нас пробовать на слабо. На атаки со стороны натовских государств мы отреагируем по-другому, нежели на удары со стороны Украины. То, что о превентивном ударе заговорил военный, а не политик, может быть тревожным звоночком. Конечно, может. Одно дело, когда ради рейтингов об этом говорят западные политики. И совсем другое, когда военные. Вспомните, с какой скоростью натовские военные пошли на попятную, когда выяснилось, что немецкие офицеры моделировали удары по Крымскому мосту с применением крылатых ракет «Таурус». Военные прекрасно осознают последствия, поэтому обычно таких резких заявлений не делают. НАТО может решиться на сухопутную операцию в районе Калининграда? Конечно, может. Дурь-то безграничная. Но думаю, что натовские военные такой санкции не дадут. В той же Польше, Франции, Германии есть пока здравомыслящие генералы, которые прекрасно понимают, к чему такая операция приведет. Дело в том, что любой конфликт начинается с того, что разведка докладывает, какой состав сил и средств состоит на границе соприкосновения. Оперативные службы докладывают, что могут противопоставить, какой будет процент удачи, все просчитывается. Наши силы и средства могут ответить намного эффективнее, чем силы Германии, Франции, Нидерландов, Польши вместе взятых. Поэтому военные прекрасно понимают, что окажутся в невыгодном положении. По крайней мере, им очень тяжело будет достигать целей, поставленных их политиками. Но уже через 5 лет, возможно, НАТО будет давить на нас серьезнее. В
То есть, если НАТО заявляет о том, что готово к превентивному удару, значит блок готовится к войне. Получается, что считают себя готовыми. Но надо понимать, что от заявления до реального развертывания войск и формирования оперативных эшелонов для наступления уходят месяцы. Наша разведка увидит, как они формируют ударные подразделения, выводят их на линию, допустим, польской границы с Белоруссией или Калининградом. Пока кулака, который в любой момент может перешагнуть государственную границу, мы не видим. Превентивный удар может закончиться по принципу «ударил, отошел». Нет, ударили, отошли уже не получится. Пока мы адекватный ответ не дадим, пока они не заскулят, за стол переговоров не сядем. Вот такие вот, друзья, у нас новости.